Здравствуйте, друзья! Это канал «Пластмассовый енот». Канал о ТПА и не только. Мы в гостях у компании Starline. В прошлом видео мы вам показали и рассказали и об их литьевом участке. А в этом видео мы покажем, как делают пресс-формы. Потому что без пресс-формы невозможно сделать ни одно изделие. Но прежде чем мы это сделаем, пожалуйста, поставьте лайк этому видео, поддержите наш канал. Также подпишитесь на нас. И не забудьте, что у нас есть самый крутой чат в Телеграме про литье пластмасс под давлением. И зеркала нашего канала есть на Рутубе, есть ВКонтакте. В общем, есть где угодно. С вами Сергей, руководитель цеха производства пресс-форм. Сергей, расскажи, чем занимаетесь, какие задачи решаете? Цех у нас называется изготовление пресс-форм, но в принципе все, что связано с металлом, пластиком внутри компании, это так или иначе приходит к нам. То есть, если говорить по загрузке, то 40% это работа на нужды Starline, обеспечение производства, и еще 60% это изготовление различных деталей в рамках контрактного производства. То есть это не только приготовые пресс-формы, но и какие-то детали делаете для сторонних заказчиков? Да. Мы используемся как некая ремонтная база для смежных подразделений, например, ремонты оборудования, изготовление каких-то специализированных оснасток. Например, для кабельного производства мы локализовали изготовление всех видов ножей, обжимных оснасток. И то, что раньше они покупали в Швейцарии, сейчас мы делаем это у себя на площадке. А если говорить именно про пресс-формы, потому что наш канал, все-таки канал о ТПА и не только, он связан с литьем. Большая часть зрителей, они либо занимаются литьем, либо думают об этом, либо занимались раньше и перестали им заниматься. Все-таки по пресс-формам какая специализация есть? Вы же не можете делать все пресс-формы. Если говорить по габаритам, то примерно 600 на 800 это наш максимальный габарит. Ярко выраженной специализации нет, но поскольку компания в целом занимается электроникой, то нам ближе различные корпусные детали, это и блоки управления различные, и брелки, но есть там и другие назначения изделия. А если именно говорить про пресс-формы, то в год сколько в среднем делаете форм с нуля? Мы считаем, все-таки в крупных проектах за прошлый год, это не только формы, в принципе, за прошлый год порядка 60 крупных проектов было. Ну, то есть это аналог 60 форм. В формах может быть там 30 с небольшим. А сколько человек работает вот здесь? Сейчас 32 человека работает в цеху, это с учетом конструкторов, администраторов. А с какими сталями работаете? Преимущественно работаем с европейскими сталями. Хотели бы работать с отечественными, но есть нюансы. В 2022 году активно отрабатывали различные материалы, отечественные пробовали. И получалось, что при той же технологии, по которой мы работали раньше, мы не получали предсказуемый результат. Там были поводки деталей. Соответственно, довольно большое время посвятили именно отработке технологии. В целом поняли, как делать из отечественных сталей, но все-таки стабильность иногда хромает. А комплектующие, нормали? Комплектующие в основном польский интосервис, про пластика. А горячие каналы вообще используете горячие? Да, тут варианта два основных сейчас. Это либо ИМИ Россия, либо Юда Китай, Корея. Ну, стараетесь работать больше из готовых пакетов, да? То есть только формообразующие вырезать? Чаще всего, да. Иногда для ускорения срока приходится брать плиты готовые и делать из них полностью самим. Просто получается дороже. Проектирование деталей этого происходит, понимаю, у вас? Да. Проектирование пресс-формы тоже у вас? То есть все от деталей и до сдачи формы, до запуска? Да, это все внутренние процессы. Полный цикл у вас. Какое оборудование используете? Давайте пройдем, покажете, расскажете, если это не секрет. Сейчас мы находимся на участке электроэрозионной обработки. У нас за спиной находится роботизированный комплекс, который состоит из робота, фрезерного пятиосевого станка и прошивного станка. То есть в робот оператор загружает заготовки. Все заготовки у нас на палетах, система нулевого базирования. Каждая палета имеет чип, который ее однозначно идентифицирует. С помощью пресеттора оператор обмеряет размеры заготовок и вносит данные в систему. Пресеттор используется для того, чтобы измерить габариты заготовки и определить отклонение от центра заготовки относительно нуля патрона. Далее эти данные используются в станке.
в роботе. То есть мы выполняем здесь за пределами станка привязку заготовок Для позиционирования. для позиционирования. Все равно, даже если мы делаем в оси патрона заготовку, бывают некоторые отклонения, там в микроны, иногда в сотки, которые мы на пресеттере отслеживаем, корректируем, и, соответственно, при прожиге деталей эта погрешность, она нивелируется. Определяются две оси, и потом эти данные записываются в станок. После установки заготовки в робот происходит автоматическое считывание данных со всех чипов. Робот знает, в какой ячейке какая заготовка находится. И согласно приоритетам он просто забирает их в работу. А что происходит вот в этом станке? Станок фрезерный 5-осевой используется в первую очередь для изготовления электродов. Это либо графит, либо медь. Но помимо этого он также может обрабатывать стали, композитные материалы, различные цветные сплавы. То есть станок 5-осевой, помимо трех основных перемещений вперед-назад, вправо-влево, вверх-вниз, есть еще две поворотные оси. То есть ось стола позволяет повернуть заготовку вокруг оси детали и ее наклонить. В чем уникальность данной машины? Здесь применяется технология мокрой обработки графита. На момент установки в России таких машин не было. То есть классический графит обрабатывают сухим способом, когда ставится огромный пылесос, и он удаляет графитовую пыль, которая летит. Но, как показывает практика, эффективность пылесоса, он не удаляет 100% пыли. Соответственно, все окружающее пространство покрыто черной графитовой пылью. Графит токопроводящий, соответственно, это пагубно влияет на электронику. Графит абразивный, это пагубно влияет на направляющие. Ну и люди этим дышат, для здоровья тоже не самое полезное, что может быть. Здесь этого нет, но чтобы система работала, станция очистки, она больше, чем сам станок по размеру. После того, как электрод изготовлен, он возвращается в робот, производится контроль геометрии. После подтверждения, что геометрия соответствует, робот уже может дальше передать ее на прошивной станок. Электроды бывают медные, бывают графитовые, да? Да. Основное преимущество графита в том, что он позволяет быстро удалять большие объемы материала, и он не имеет внутри напряжений, то есть можно сделать, например, высокий тонкий элемент. Ну вот здесь импеллер, который, там тонкие пластинки, которые... Не замнется, да? Да, что если бы мы делали то же самое из меди, то просто загнуло бы за счет внутренних напряжений. Медь позволяет получить более качественную поверхность. А станок, который находится у нас за спиной, он позволяет получать шероховатость RA01 в режиме полировки. Эрозионный вот этот станок. Это эрозионный станок, да. Два одинаковых станка. Заготовка помещается в ванну с диэлектриком. Диэлектрик электрический ток не проводит. В шпиндель станка устанавливается электрод. На электрод подается электрический ток. Электрод подводится в зону обработки. За счет малого расстояния между электродом и заготовкой происходит пробой диэлектрика, образуются искры, локальные зоны высокой температуры, металл плавится, вымывается, и в результате в детали получается геометрия обратная той, что была на электроде. Соответственно, то, что на дне вот видно песок, это мелкие частицы металла, которые вымылись и затвердели. А с какой скоростью происходит прожиг? Время обработки зависит от двух факторов. Во-первых, какой объем материала нам надо удалить. Второе, какая площадь. И, соответственно, какую шероховатость мы должны получить. И зависимость времени обработки, она растет по экспоненте в зависимости от увеличения либо повышения уменьшения шероховатости, либо увеличения площади. Когда мы говорим о низкой шероховатости, в этот момент нужно еще учитывать качество поверхности самого электрода. То есть, если электрод будет иметь какие-то дефекты, например, след от фрезы, то этот след он будет перенесен на металл. Ну, то есть нельзя сделать более ровную поверхность, чем поверхность электрода. Да. Что касается шероховатости, в зависимости от режимов можно получить как геометрию сопоставимую с напильником, так и гладкую, практически зеркальную поверхность. Вот так это выглядит в металле, вот так это выглядит на различных материалах. На пластике, да? Ну, здесь пластик и термоэластопласт. У нас за спиной находится проволочная вырезная эрозия. Физика процесса здесь такая же, как на прошивном электроэрозионном станке, но в качестве рабочего инструмента используется не электрод, а проволока, которая непрерывно протягивается и позволяет вырезать сквозную геометрию.
Ну, например, вот данная деталь, она была вырезана на проволоке. То есть проволока заводится внутрь детали, на нее подается ток и режется определенный контур. Например, вот этот паз, он резался в вертикальном направлении. И, соответственно, если бы мы пытались, например, фрезеровать, то здесь бы остались радиусы от инструмента. За счет того, что диаметр проволоки, основной проволоки, которую мы используем, 0,25 мм, соответственно, тут радиус остается в районе 0,15. Это актуально для различных знаков, мелких толкателей, ставок. Справа от нас находится электроэрозионный станок для стартовых отверстий. Физика процесса опять та же самая, но здесь в качестве инструмента используется трубка латунная, на которую подается ток до 50 ампер, и она позволяет быстро делать отверстия глубокие. То есть станок может сверлить отверстия до 300 мм даже, например, в закаленных деталях, в твердом сплаве. Что-то жидкости не видно, он работает на сухое. Жидкость подается в процессе обработки. То есть она подается снаружи, вымывается из зоны обработки, но в особенность этого данного метода, что очень быстро вот этот инструмент сгорает, его надо часто менять. Но, например, отверстие диаметром 1-2 мм на большую глубину физически без этого станка не получилось бы сделать. Смотрю, все оборудование это либо японские Mitsubishi, да, вот Швейцария, Германия. Ну, все оборудование это либо Европа, либо Япония. Это лазерный маркиратор, который используется для нанесения технологической информации на формы. То есть, как минимум, на каждую деталь наносится децимальный номер, который упрощает прослеживаемость, плюс различная технологическая информация, которая необходима. Ну, например, там, не знаю, гравировка материала, номер гнезда, какие-то пометки для слесаря по сборке. Плюс на все формы делаем вот такие шильдики. Мы находимся на участке фрезерной обработки. Здесь 3 станка, 2 трехосевых, 1 пятиосевой. У данного пятиосевого станка чуть другая кинематика. Если там у нас был наклонный стол и поворотный стол, то здесь поворотный стол и наклонный шпиндель. Это самый большой наш станок. Он позволяет как раз делать глубокие сверления, например, под каналы охлаждения в форме. Если говорить про примеры работ, то, например, у нас есть вот такая тестовая деталь, турбоконь. Здесь проверяли несколько технологий. Конь был получен методом лазерного сканирования с помощью сканера. К облаку точек, полученному со сканера, была добавлена твердотельная модель импеллера. И дальше уже в режиме непрерывной пятиосевой обработки мы вот на этом станке ее обработку делали. Как раз таки была задача проверить, насколько правильно и корректно отрабатывает связка KIM, NX, постпроцессор, станок. За счет того, что облако точек оно имеет некую погрешность, можно посмотреть, вот здесь текстура, она такая ломаная, рваная. Эта текстура, она обусловлена не точностью станка, а именно точностью сканирования. С точностью сканирования и сглаживания вот этого облака точек. Угу. Здесь у нас расположен палет с технологической оснасткой. На всех станках установлены патроны системы нулевого базирования, и заготовки между станками перемещаются на палетах. Палеты есть разные, есть просто с сеткой отверстия, есть с исками, с рейками, с патронами. Для пакета плит у нас сделана специализированная оснастка. Сетка, которая сюда нанесена, она соответствует стандартной сетке компании Хаска. И в зависимости от типа размера сюда устанавливаются опоры. На эти опоры устанавливается заготовка, и с помощью специальных цанговых зажимов деталь фиксируется. То есть это нужно для того, чтобы из одной операции на другую перемещать без потери позиционирования, да? Сама система, да, она именно для этого. То есть нет необходимости при передаче деталей со станка на станок привязываться повторно. То есть мы можем отфрезеровать, прожечь, проверить на KIM, определить, где требуется доработка, вернуть на станок, сделать коррекцию и уже получить тот результат, который мы хотели бы. То есть они универсальные, это не только для фрезеровки, то есть они и для эрозии годятся. У нас патроны стоят на всех станках. И на KIM, и на эрозионном участке, и на фрезерном участке, и даже на шлифовке и токарке. Соответственно, здесь, если говорить про конкретно вот эту оснастку, то она нужна для того, чтобы плиты пакета быстро устанавливать и менять. То есть она используется в рамках одного станка.
Заготовку установили, сделали обработку, сняли и поставили следующую плиту. То есть минимизация времени обработки, ну, наладки. Участок шлифовальный, 3 станка плоская шлифовка, 1 станок круглая шлифовка. Используется для получения точных либо высотных размеров, либо габаритных, либо круглая для получения тел вращения с точностью до 0,1 доли микрона. Это теоретически возможное, но на практике, чтобы получить, там должно очень много факторов сойтись. Скорее, там мы говорим все-таки о микронах. Здесь также используются палеты систем нулевого базирования. Вот в этот патрон устанавливается патрон с заготовкой, и на ней уже можно там отшлифовать все 5 сторон. Все посадочные размеры, например, на вставках, мы все-таки стараемся шлифовать. Получается более точно, и это сильно упрощает жизнь при сборке и эксплуатации. Более чистая поверхность, более предсказуемый результат. Станки оснащены функцией правки круга фигурной, то есть можно сделать какую-то фигурную геометрию и потом отшлифовать уже с заданным профилем. Плюс маленький станок, у него есть синусный стол, например, на шиберах. Там боковые стенки, какие-то наклонные поверхности мы тоже шлифуем, и все это через КИМ контролируется. Если про круглую шлифовку говорим, что там также патрон, и с этим патроном можно отнести деталь, померить и уже внести необходимые корректировки. Это у нас заготовительный участок, ленточная отрезная пила. Заготовки приходят в плитах, и дальше уже в зависимости от размера детали нарезаются с помощью пилы. То есть это, по сути, большая ножовка, где полотно непрерывно движется и снимает материал. Рядом стоит токарный станок. А какие детали делаете на токарке? Ну, это и как детали форм, так и различные оснастки, приспособления. Ну, вот это, например, для участка электронного оснастка, ну, точнее, пины для установки плат при разделении для обрезки тех полей. Мы находимся на участке контроля качества. Это контрольно-измерительная машина. Основные задачи, которые решает это оборудование. Первое – контроль геометрии деталей. То есть, когда конструктор спроектировал, он заложил определенные допуска для деталей. Соответственно, с помощью машины мы проверяем фактические размеры, которые получились в детали, и сравниваем с тем, что должно быть. И на основании этого уже принимается решение о необходимости доработки, либо передачи на следующий этап. Для сложных деталей мы делаем еще стадию промежуточного контроля, то есть деталь изготавливается с припуском, потом производится контроль, мы сравниваем теоретический припуск с фактическим, и уже на основании этого делается необходимая коррекция программы управляющей. Какая точность замера вот у этого инструмента? Если мы говорим про контактное измерение, то, что сейчас происходит, то это тысячные доли миллиметра, это микроны. Но, опять же, если нужно делать детали с точностью в микрон, там надо соблюдать определенные требования. Бывает такая необходимость на ваших формах? Именно на формах такой чаще всего не требуется точности. Каждая деталь, которая выходит из инструментального участка, она измеряется? Или только те детали, где есть какие-то сомнения в точности, в том, что попали? Если мы говорим про формообразующие детали, то практически стопроцентный контроль. Исключение — это только те детали, которые можно другими методами промерить. Ну, например, там микрометром. Но чаще всего все-таки стараемся все прогонять. Плюс контролируем электроды, особенно для ответственных размеров, чтобы быть уверен, то, что мы закладывали изначально в программу, оно фактически существует. Вторая задача, которую мы здесь решаем, это обратное проектирование. То есть у нас часто бывают задачи, когда заказчик приходит с готовой деталью и говорит, что вот у меня есть образец, мне нужно точную копию. Соответственно, в этом случае действуем в 2 этапа. Сначала используется лазерная сканирующая голова, щуп меняется на лазерный сканер, и, соответственно, как это работает? Там стоит излучатель и приемник, лазерный луч, отражаясь от детали, возвращается на приемник, и по времени определяется расположение точки. В результате получается облако точек, то есть обычно первоначальную модель снимаем с помощью лазерного сканера, получаем облако точек, дальше на основании этого облака точек конструктор разрабатывает модель, и уже в случае необходимости с помощью контактного метода производятся уточняющие измерения. Мы находимся на участке лазерной наплавки и полировки. Лазерная наплавка позволяет восстановить геометрию металлических деталей тем же материалом, с которого они изначально были сделаны. Чаще всего применяется при ремонтах, когда, например, в процессе работы, либо в процессе изготовления что-то пошло не так, там деталь, например, сломалась, либо сбили кромку, и, соответственно, есть возможность наплавить
и восстановить геометрию. В чем преимущество метода, что не происходит перегрев материала, соответственно, деталь сама по себе страдает минимально. Если говорить про прочность, то там процентов 70-80 от прочности первоначального материала можно получить. То есть там поры никакие не остаются, да, вот после наплавки? Поры могут остаться, но это вопрос квалификации того, кто плавит. То есть если лишний материал сняли, допустим, при фрезеровании, это можно исправить? Да, можно исправить, просто процесс довольно медленный, то есть примерно 1 кубический сантиметр в час. То есть если очень много лишнего сняли, то иногда проще сделать заново. А это, я так понимаю, склад готовых форм, да? Да, здесь склад материалов, готовой продукции. Формы частично здесь хранятся, частично на соседнем складе. Здесь в основном то, что часто в работе. То есть после завершения всего технологического процесса и сборки получаются вот такие красивые, блестящие, готовые пресс-формы. Да, которые в соседнем цеху мы, собственно, отливаем, получаем уже готовые пластиковые детали. Это был пластмассовый енот. Всем спасибо за то, что были с нами. Не забывайте нас поддерживать. Подписывайтесь на нас в Телеграме, ВКонтакте, в Рутубе, в Ютубе, везде, где взбредет в вашей душе. И главное, помните, профессионалами не рождаются, профессионалами становятся или не становятся.